Рекс тихо лежал в вольере городского приюта «Надежда». Глаза закрыты, уши прижаты, корм в миске не тронут. Собака не подавала признаков жизни. Марина, волонтер приюта, с тревогой спросила: «Алексей Петрович, что делать с Рексом? Не ест, не ходит, не реагирует на свою кличку. Неужели и правда усыплять придется?» Опытный ветеринар ответил: «Нет, для усыпления нет показаний. Рекс абсолютно здоров, если не считать атрофированных мышц. Он не агрессивный, психика у него в отличном состоянии». «Тогда что с ним?» «Он же тихо умирает», — не унималась девушка. «Это не следствие болезни». Алексей Петрович задумался и тихо добавил: «Это результат предательства тех, кого он любил и кому служил верой и правдой всю свою жизнь». «И что теперь делать? Просто ждать, когда Рекс умрет?» — спросила Марина. «Медицина здесь бессильна. Животным, как и людям, нужна любовь и забота. Только это может спасти нашего Рекса», — сказал ветеринар. Постояв еще немного у вольера, ветеринар и волонтер пошли дальше осматривать питомцев. Старый пес так и остался лежать, погруженный в свои мысли. Семья Ковалевых, молодые супруги Дмитрий и Лариса, когда-то мечтали о доме, где будет звучать детский смех. И вот у них родился сын Артем. Через год, на день рождения мальчика, родители купили щенка немецкой овчарки. Щенка назвали Рексом. С тех пор Артем и Рекс были неразлучны. Вместе росли, играли, гуляли, учились понимать друг друга без слов. Через несколько лет у Ковалевых родился второй ребенок, мальчик, которого назвали Никита. Забот у Рекса прибавилось. Нужно было следить, чтобы малыш не упал, охранять его во время прогулок, терпеливо выслушивать детские лепетания. Псу это нравилось, он чувствовал себя нужным. Годы шли. Артем подрос, стал самостоятельным, Никита пошел в школу. Рекс превратился во взрослого, сильного и мудрого пса, для которого семья была всем. Но однажды Артем окончил школу и уехал учиться в другой город. Рекс сразу почувствовал пустоту. На дачу ездили все реже, гуляли меньше. Дни становились длиннее, а одиночество тяжелее. Рекс ждал, надеялся, что все вернется, но вместо этого становился все менее заметным в доме. Он лежал в углу, стараясь не мешать, и ждал хотя бы взгляда, хотя бы слова. Но теперь его почти не замечали. Никита, повзрослев, стал раздражительным и часто срывался на псе. Рекс не понимал, за что. Он все так же любил свою семью, но чувствовал, что им больше не нужен. Он радовался, когда кто-то возвращался домой, бросался навстречу, виляя хвостом, но вместо радости видел раздражение. Его отталкивали, посылали на место. Даже Никита стал кричать на него, иногда нарочно игнорируя, когда пес просился на улицу. Все чаще Рекс оставался один. Он перестал бегать, перестал ждать. Лег и лежал сутками. А когда перестал вставать вовсе, Дмитрий и Лариса стали выносить его на руках во двор. Лариса делала это с жалостью и грустью, а Никита открыто возмущался. «Вы, когда брали собаку, меня не спрашивали. Вот теперь и ухаживайте сами». Однажды, когда Рекс не выдержал и сделал лужу прямо в комнате, Лариса вспылила на сына. «Как тебе не стыдно? Он же старый, ему больно. А ты просто равнодушно сидишь в телефоне». Никита в ответ выкрикнул: «Ну, если ты такая добрая, сама и возись с ним. Или усыпите его». И с грохотом хлопнул дверью. Рекс вздрогнул, прижал уши и замер. В тот вечер он впервые отказался от еды. Через несколько дней Дмитрий и Лариса решили, что сын прав. Рекс постарел, ухаживать за ним тяжело. Они решили отвезти его в ветеринарную клинику. Дмитрий поднял пса на руки, уложил на заднее сиденье машины. Рекс с тоской посмотрел в окно.
Он понимал, что домой не вернется. Машина остановилась у клиники. Дмитрий, укладывая Рекса на кушетку, сказал: «Вот, доктор, привезли на усыпление. Ему 18 лет, не ходит, не ест». Алексей Петрович внимательно осмотрел собаку и спросил: «Он чем-то болен?» «Нет, просто старый», — ответила Лариса. «У нас нет возможности за ним ухаживать. Мы оплатили все, вот квитанции». «Усыпление без медицинских показаний не проводится», — строго произнес ветеринар. Но, не дождавшись его решения, Дмитрий и Лариса вышли, оставив Рекса. Алексей Петрович подошел к псу, сел рядом и тихо сказал: «Ну что, старина, отблагодарили тебя за верность?» Рекс приоткрыл глаза, и доктор увидел, как по морде собаки скользнула слеза. «Ничего, дружище, усыплять мы тебя не будем. Посмотрим, что можно сделать». Обследование показало: Рекс абсолютно здоров, просто морально сломлен. В тот же день ветеринар позвонил в приют «Надежда», куда вскоре привезли овчарку. Первое время Рекс не проявлял интереса ни к людям, ни к другим животным. Он лежал, ел понемногу, но ни на что не реагировал. Однажды к приюту приехал Андрей Владимирович, кинолог и зоопсихолог, который занимался реабилитацией собак. Он поздоровался: «Здравствуйте, Марина. Говорят, у вас новый постоялец. Хочу познакомиться». Подошел к Рексу и сказал: «Привет, дружище. Я Андрей. Давай дружить». Рекс не отреагировал. «Он всегда такой?» — спросил кинолог. «Да», — вздохнула Марина. «Уже больше недели лежит, ест плохо, не общается». «Ну, начнем с малого», — сказал Андрей и осторожно погладил овчарку. «А поехали-ка ко мне. Вместе полечим твою душу». Марина удивилась. «Андрей Владимирович? Он же не ходит». «Ходить будет», — улыбнулся кинолог и поднял пса на руки. Дома у Андрея был просторный двор с несколькими вольерами. Там он выхаживал собак, помогая им восстановиться и найти новых хозяев. Рекс оказался среди таких же, как он, потерявших веру, но живых. Сначала он просто наблюдал. Потом Андрей начал заниматься с ним отдельно. Поднимал, помогал стоять, делал массаж лап. Через несколько недель Рекс смог стоять сам. А потом Андрей отвел его к бассейну и сказал: «Ну что, попробуем поплавать». Рекс испугался, но стоило ему ощутить воду, как память вернула картину. Теплое лето, Артем и Никита купаются, смеются, зовут его. И вдруг лапы сами заработали. Рекс поплыл. Глаза его ожили. «Молодец!» — радостно воскликнул Андрей. С того дня Рекс словно переродился. Он ел, тренировался, слушался. Каждый день между ним и Андреем крепла невидимая нить доверия. Прошлое отступало, уступая место новому чувству — благодарности и дружбе. Через год Рекс полностью восстановился. Все другие питомцы Андрея нашли новые дома, но для Рекса он хозяина не искал. «Ну, как я тебя отдам, старина?» — говорил он, глядя в преданные глаза. Однажды утром Андрей вышел на крыльцо, держа в руках ошейник и поводок. Завидев это, Рекс радостно залаял. «Пойдем, друг», — сказал Андрей. «Сходим в приют, посмотрим, кому нужна помощь». Рекс ответил громким лаем. Они шли рядом, уверенный шаг человека и гордая поступь немецкой овчарки. Люди оборачивались, улыбались, а ветер трепал шерсть пса. Казалось, что они вместе всю жизнь. И только они двое знали, что их жизнь началась всего год назад. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.